страхи в теннисе. Я вас засужу. Я просто не знаю, насколько сильно нас закапывают. Такого опыта не было. А у Дани есть план «Б». А может, я уже и не смогу играть, как раньше. Ты ничего не знаешь и спишь крепко. Бал лучше всех получается. Карена? В моей голове он оправдан. Говорили, все, надо все менять. Всему миру я ничего не сделал. Я все еще один из. И я такой, окей, еще умею. Я нет. Пока что нет. В четвергу отправлюсь. Здравствуйте. Данил. Ваш род, да? Ну, ладно, бывает, там повезло, только он каждый матч жестко катал. Я же смотрел, он же играл передо мной всегда. Да, ясно. С ним вообще не ошибся, мне кажется, ни разу за турнир. Справа чуть похуже, но нормально хватило. И он физически еще. Физически сильный. Как Потому что там очень тяжело было. Там всем. очень тяжело. Я ему все равно было. Нормально, Хорошее все. Забеги даже есть. Ну, чуть-чуть. Принимать можно. Чуть-чуть. Карен, Даня обратил внимание на забеги уже, понял? Говорит, принимать можно. Попробовать можно. Тебе тяжело будет. Тяжело, но попробовать можно. Привет, перед турниром. Сетка вышла, я говорю, полуфинал будет. Давай, говорит, без шансов. Может, Алькарас был. Алькарас был, да. Будем дерево сажать. Реально? Да. Что делать? Просто закапывать, да? У меня своего дома нет пока, поэтому я просто не знаю, насколько сильно надо закапывать. Там прям вообще... Если все, я сейчас умру тут. Бал лучше всех получается. Карена? Все, нормально. Кайф. Поехали. Дань, привет. Мы были в Шанхае, наблюдали за всеми твоими матчами. У меня внутри крутилась такая мысль, вообще у многих, с кем я общалась, что Медведев вернулся. Можно ли сказать, что ты вернулся? И куда? Не, если бы я вернулся, я бы выиграл. По чуть-чуть я что-то стараюсь нащупать. То есть, действительно, я играл лучше и лучше и в Пекине. Я очень хорошо тренировался до Ханчжоу, получается. В Ханчжоу играл непонятно. Я подавал на матч, мог бы завершить матч. Ему кто его знает, это уже полуфинал, там уже близко к финалу и так далее. Но в итоге в Пекине я играл круто, в Шанхае я играл круто. Если я смогу продолжать играть на таком уровне, то я смогу важные моменты нащупать, как я, может быть, мог бы выиграть полуфинал. А поскольку в этом году таких матчей было мало, то как бы давление в каком-то смысле сильное. Я говорю про давление состоит из многих деталей, то есть твое давление на себя, давление просто там, публика ведет себя более там шумно в какие-то важные моменты, и ты ко всему этому привыкаешь, а в этом году у меня этого было мало, поэтому, наверное, я бы где-то мог сыграть лучше. Но в любом случае это были очень позитивные недели в Китае. А ты на себя давил? Потому что, понятно, казалось, что это прям шанс. Я на себя давлю всегда, и иногда это хорошо, иногда это плохо. Поэтому тут не было такого, что я на себя давил еще сильнее, потому что, в принципе, всегда ты знаешь, что вот кто бы ни вышел в полуфинал, какой бы рейтинг у него не был, значит, он на кураже. Будь то игрок, топ-10, но тогда это еще как бы тяжелее, потому что это как бы топ-игрок, и то есть ты просто знаешь, что это топ-игрок. А если, наоборот, вот это там из квала кто-то или ниже сейный, то это значит, что он поймал кураж. А людей на кураже обыгрывать не всегда просто,
И для этого надо все делать правильно, значит, где-то в какой-то момент я чуть-чуть что-то сделал неправильно. Я помню, когда ты был вообще в супер пике, когда вот твои лучшие были сезоны, лучшие турниры, ты выходил на корт, и было ощущение, что твой соперник уже проигрывал. Настолько вот и по разминке, и по взгляду было ощущение, что это вот матч Медведева абсолютно. Ты много в интервью говоришь про уверенность, что ты ее пытаешься нащупать, вернуть. Вот это про это? Потому что когда ты формулируешь «я пытаюсь нащупать уверенность», я, честно, не особо понимаю, про что это. Это вот про такое ощущение доминирования именно на корте еще до начала матча? Нет, для меня это скорее больше про саму игру. Вот если брать Цинциннати, Вашингтон, Торонто, если брать удар за ударом, в принципе, я бил, как бью. Но я не мог именно нащупать игру в теннис как таковую. То есть, пример, допустим, я играл со Свырчиной в Торонто. Был очень тяжелый матч. Мне казалось, что я играл плохо, он играл, в принципе, неплохо. Был тяжелый матч, который, в принципе, в каком-то смысле мне даже повезло выиграть его со счетом, с которым я его выиграл. Я во втором сете проиграл с брейками, в первом сете там на тайбрейке выиграл пару очков, которые могли бы по-другому сложиться. И я играл с ним в Шанхае. Да, он играл, наверное, в Шанхае хуже, чем он играл в Торонто, но я уже играл хорошо, и, соответственно, счет был совершенно другой. И то есть это для меня это больше про теннис, то же самое. То есть я играл там с Давидовичем, который проводит, наверное, может быть, чуть ли не лучший сезон в своей жизни. И там в Пекине у меня получилось выиграть 6-3, 6-3, по-моему, и в Шанхае, тоже в 2 сетах. То есть это больше именно про уверенность в своей игре, и за счет этого складывается со стороны впечатление, что человек не знает, что делать. Так это и происходит. Про риски. Вот тоже смотрела матчи и думала о том, что особенно вот с Давидовичем, что тебе, как мне кажется, я так это сформулировала, поправь, если я не права, что тебе очень важно во время матча рисковать. И какие-то, это может быть там нетривиальные удары, это какие-то, не знаю, очень неожиданные удары в неожиданном месте, когда ты находишься на корте. Что вот именно это, ты человек азартный, видимо, вот это и создает какое-то ощущение, что ты вот на коне. Насколько важно тебе рисковать? На самом деле тяжело ответить, потому что все, что я делаю на корте, это не то, что мне важно или не важно. Если я посчитаю в этот момент, что не рискуя, я выиграю этот матч, то есть там у меня брейкпоинт или что такое, то я не буду рисковать. А, допустим, какая-нибудь там твоя вторая подача, ты играешь с Давидовичем, или с тем же Ринбекнешем, вот один раз прошло, один раз нет, и ты понимаешь, что вот он сейчас вроде бы на кураже, там брейкпоинт или какой-то важный мяч, и, скорее всего, ты подашь это второй, а не те, которые на второй прям тебя атакуют, давят, и ты чувствуешь, что и тебя немного где-то зажало, и он, скорее всего, он на кураже, он вряд ли ошибется. Поэтому почему бы не подать вторую как первую? Окей, будет двойная, но в моей голове я бы и так, возможно, проиграл этот розыгрыш. А может быть эйс. То есть риск – это риск, но он в моей голове, он оправдан чем-то. То есть важно ли мне это? Когда чем больше у тебя уверенность, тем больше ты рискуешь. И из этого идет вот эта фраза «кто не рискует, тот не пьет шампанского». Потому что она и правдива, и неправдива. Но если у тебя нет уверенности, я рисковал как мог и всем, чем только мог, ты все равно проигрываешь и еще хуже себя чувствуешь. Поэтому риск важен, но важно его правильно делать. То есть это не есть необходимая для тебя черта, такая вот адреналиновая нет, история? Совершенно нет. Допустим, тот же матч со Свырчиной в Шанхае, нет такого, что я рисковал. Я играл так, как надо, счет был в мою пользу, соответственно, не надо было мне ничего рисковать. И, в принципе, с Давидовичем, если честно, я был очень уставший во втором сете, он тоже. Я не помню такого, чтобы я прям где-то вот прям рисковал. То есть все это были какие-то осознанные решения. Про страхи тоже думала. Вот мне как-то этот турнир в Шанхае, какие-то, новые мысли стали появляться. Это город такой. Видимо, да. Я стала задумываться, то чем старше становлюсь, тем у меня больше появляется страхов. Или я чего-то не умею, не научусь. Или я этого никогда не делала, боюсь. Вот такие какие-то мысли. Если в 20-25 лет ты так все быстро берешь, схватываешь и рискуешь, то когда тебе, мне уже за 30, это все намного сложнее дается. Может быть, интересно, хочется, но колется. У тебя есть какие-то страхи в теннисе, которые тебя в твои почти 30 останавливают? Что-то да есть, 100%. Прям так ответить, что это, я не факт, что смогу. Но это совершенно все правильно, то, что ты говоришь. Я даже общался в этом году, просто это еще было в начале года, я старался
испробовать разные вещи, и, может быть, где-то переборщил, может быть, старался пробовать слишком. Какие вещи? И вот, допустим, просто разговаривал с человеком, который специализируется на сне. То есть мне было интересно понять, а может быть, я как-то там не то, что неправильно сплю, а сколько надо часов в идеале спать. А там, если матч вечером, как? В принципе, все свелось к тому, что самое главное – это то, как ты себя чувствуешь и за свою жизнь, какие как бы ты наработал какие-то вещи. А я спать могу везде и всегда, поэтому он, в принципе, первый раз, когда со мной поговорил, он говорит, тебе это вообще ничего не нужно как бы особо знать. Но единственное, что я ему сказал, что вот, ну, когда мне было 20, ты лег там в 11, встал в 9, ну и в принципе все. А сейчас я, допустим, сплю, то есть ты там что-то встал, там 3:30, ну, даже если посмотрел на телефон время, 3:30, там, 5:30, и ты как бы помнишь, как ты открываешь глаза, даже если перевернуться с бока на бок. А он сказал, это нормально, когда дети, когда у тебя, что чем старше ты становишься, тем больше у тебя информации в твоей голове, и тем тяжелее ее мозгу перерабатывать, и поэтому он не может уже до конца выключиться. И то есть он сравнил это как, ну, когда ты молодой, ты ничего не знаешь и спишь крепко. Чем старше ты становишься, и он сказал, тем хуже это будет, тем больше ты знаешь, тем больше у тебя эмоций, нервов, страхов, мыслей, и тем хуже ты будешь спать. А какие вещи ты еще пробовал? И ты говоришь, что ты переборщил. Переборщил почему? Нет, я предполагаю, что переборщил. Переборщил, я предполагаю, из-за результатов. То есть, может, где-то я перегрузил свою голову какими-то нововведениями. Я даже их все не вспомню, просто старался разные вещи изучить, там, будь то какие-то тренировки на реакцию. Ну, чтобы на корте, в общем, правильно думать. То есть, там, перед приемом правильно концентрироваться на приеме или перед подачей. Всякие такие вещи разные. Какие-то помогли, какие-то нет. И все это к чему? Насчет страхов, они наверняка есть, но я так не смогу сказать какой-то. Ну вот в этом году был в один момент страх, получается, наверное, в американской серии, особенно после. А может, я как бы и не смогу. Вот мне уже 29, и есть примеры разных теннисистов, которые... А может, я уже и не смогу играть, как раньше. Ну, довольно быстро, опять же, даже не берем Шанхай и Пекин, на тренировке в Монако я играл так, что, скорее всего, кроме Синнера и Алькараса, меня бы никто не обыграл в тот Это вот момент. сейчас получается, это, да? Ну, это было до Китая. И я такой, окей, еще умею. Этот страх ушел. То есть какие-то они есть, какие-то приходят, какие-то уходят. Я всем рассказываю, что когда мы были на Кубке Дэвиса и с командой вместе завтракали, меня поразило, насколько ты внимательно относишься к еде. Я помню, как ты Жене Донскому говорила, ни в коем случае перед приемом пищи не надо апельсиновый сок пить. Я говорил? Да, помню, как сейчас. Окей. Мы заказывали там сок, кофе, и когда мне донесли еще еду... Я просто как будто не знаю такого, я, видимо, забываю какие-то вещи. Ну, видимо, ты ему запрещал. Ты говорил, не пей на голодный желудок апельсиновый сок, это вредно. Голодный, окей, Но голодный, перед приемом пищи, то есть нельзя на голодный желудок. Вот в твои 29 ты также прям щепетильно относишься к еде? Скорее меньше, и надо бы больше чуть думать про это. Контролировать, да? Да, устаешь, весь год ездишь, турниры. В принципе, во время турниров я стараюсь питаться правильно, но иногда устаешь и, скажем так, становится тяжелее. Ну и плюс где-то стараешься пробовать. То есть если раньше у меня какие-то были правила, прям, где вообще ничего нельзя, то постепенно с возрастом, ну, как бы это надоедает, вот это ничего нельзя, и стараешься где-то пробовать, а может быть вот так, может, то есть по чуть-чуть это все меняешь. Плюс к тому, что если вообще не меняться, то, ну, ты просто как человек закончишься. Но ты не консерватор в этом плане. Тебе как бы не страшно что-то поменять, кого-то ввести, что-то попробовать, поменять, вот рутину. Ну, скорее не страшно, нет, скорее не консерватор. Я боюсь менять, когда оно работает, потому что тяжело поймать этот момент, когда надо его поменять, когда оно перестало работать и так далее. И это относится совершенно ко всему, вообще ко всей жизни. Поэтому я, наверное, где-то меньше. Я в какие-то моменты слишком консерватор, а при этом в какие-то моменты, если я решил, я как-то слишком резок. Ну, вот где-то между болтаюсь. Вот плохие мысли, они обычно про то, что там я не справлюсь, я не смогу. Они, наверное, у вас после матча приходят, после неудачного матча. Нет? А вот было, я хотела спросить, было ли так, что когда ты выходишь на корт, а чувствуешь, что сегодня не справлюсь? Было по-разному. То есть, ну, наверное, если брать вот прям, это с какого года, наверное... Да нет, оно всегда было. Даже хотел сказать, ну, может быть, в 21-м, хотел сказать, 23-й, но там был период, где было тоже тяжело, я вылетел из десятки, поэтому нет, такого нет. Бывает совершенно по-разному. Бывает,
так, конечно, когда ты в топе, вот прям, ну, и находишься на пике своей игры, что ты выходишь, и ты знаешь, что ты будешь играть круто. Единственный вариант, который соперник может тебя обыграть, это если он будет играть еще лучше. Но бывает, как было вот в этом году в Америке, я, ну, потерял нить игры для себя. То есть со стороны мне люди говорили, что все нормально и все как бы есть, и все наладится, но я этого не чувствовал, и, соответственно, выходя на корт, я не был уверен, как я буду играть, как будет играть соперник. То есть у меня было ощущение, что все соперники играют там лучше своих возможностей. Но в один момент я понял, что такого не бывает. Что один из них может, да, второй может, но что каждый из них это такого не бывает. И, допустим, когда я выходил на US Open, я почти был уверен, конечно, что я вряд ли буду играть хорошо. Больше Бонзи. Матчбол. Please. Wait, please, not now. Get off the court, please. Кто на корт? Кто-то выбежал. First serve. Кто это? Ladies and gentlemen, because of the delay caused by an outside interference. Фотограф выбежал? Что такое? Что такое? Что случилось? Давайте пошумим. Почему первую подачу дает, мол, сопернику? Second serve кричат. Вторая подача. Вторая подача. Сердечко Даня показывает, я так понимаю, трибунам. Ну и вот и чего. Эти-то понятно, этим только покричать дай. Какой же бред. Ну все, хорош. Будет, конечно, рукопожатие. Никто ни на кого зла не держит здесь. Бенджамен Бонзи на втором шлеме подряд выбивает Данила Медведева. Да, надо немножко разбить ракетку. Да, надо позлиться. Это все часть пути. Это все часть пути. А ты пересматривал как раз эту встречу с Бонзи? Не собираюсь, но это был, наверное, один из самых таких тяжелых моментов за мою карьеру, начиная, ну, в общем, за большой промежуток, наверное. Ты сразу понимал уже после матча, что это будет громко, шумно в соцсетях, в медиа? То, как ты реагировал, твои эмоции, что это распространится? Сразу не понимал, потому что все, что я делаю на корте, во время, я не думаю про там социальные сети или что-то такое. Поэтому потом это все выхватывается, схватывается, растиражируется и все такое. Но ну, я во время матча чувствовал себя ужасно в плане своего самочувствия, то есть своего, скажем так, внутреннего стержня. У меня на этом матче не было, и, соответственно, из-за этого все и произошло. И, ну, единственное, что этот матч мне помог понять, что, окей, что-то надо на данный момент менять и в себе, и вокруг. А если бы ты его выиграл, ты бы принимал бы решение? Я думаю, что мне бы это ничем не помогло, если честно. Я бы скорее расстроился, потому что все, что произошло, ну, в момент это, особенно на матчболе, да, до этого я там тоже не идеально себя вел, но, в принципе, я думаю, что если бы я проиграл этот сет 6-4, третий, мало кто бы вспомнил об этом матче, было бы все как бы быстро и просто. А произошло на матчболе, Бонзи тут совершенно ни при чем. Судья, я до сих пор считаю, это совершенно спокойно, это, опять же, не чтоб там кого-то критиковать, я считаю, что это был не тот момент, чтобы давать первую подачу, потому что часто бывает, зрители кричат, этот фотограф, он очень быстро пробежал, и как бы я считаю, что это вторая подача, скорее всего, я бы ее ошибся, скорее всего, матч был бы завершен, и все. Но потом получилось так, что это сыграло против Бонзи. Я настраивал публику, не чтобы они там ему свистели или что такое. И в каком-то смысле, в глубине души, немножко я рад, что я этот матч не выиграл, потому что это было бы очень некрасиво по отношению к нему, и этого я бы не хотел. Но в любом случае, когда на корте, я стараюсь выиграть, поэтому матч я играл до конца. Каково это, когда ты толпой управляешь?
А я не смог управлять, потому что я в один момент хотел им сказать, ладно, все, давайте мы уже сыграем, потому что я видел, что это уже перебор и по отношению к сопернику. Я пытался их успокоить, а вот это уже у меня не получилось. Потому что ты их очень хорошо завел. Да, завел хорошо, поэтому у меня уже не получилось их успокоить. Но это было прикольное чувство, потому что, просто я, наверное, даже не ожидал. То есть, для меня на тот момент решение арбитра было неправильное, и то, что толпа поддержала это, то, что это решение неправильное, потому что я плюс пошел к арбитру из-за толпы в том числе, потому что они начали сразу же после этого решения орать, типа, почему первая подача. Было необычный опыт и очень интересный. Это состояние можно сравнить хоть с чем-то? Вот как ты говоришь, что у тебя не было стержня внутреннего, что... Он появился в тот момент на какое-то время в этом матче, и сравнить это состояние... На что это похоже? Это было похоже на когда ты играешь свой лучший теннис, и тогда очень часто зрители за тебя, неважно, где ты играешь и что происходит, и вот это было похоже на это, именно за счет этого я смог играть намного лучше и почти выиграть этот матч. Ты после таких инцидентов на корте с собой разговариваешь как-то, либо тебе нужно, чтобы это кто-то посмотрел из команды со стороны? Вот как это вообще обычно происходит? Вы такие вещи обсуждаете внутри? Оно по-разному бывает. То есть, на US Open был перебор, скажем так, все вместе, вся ситуация. Потому что я говорю, если ее обсуждать по деталям, то, может быть, там где-то можно это поведение объяснить, где-то это решение объяснить или что-то там, какой-нибудь жест. Но в сумме это был перебор, поэтому я просто знал, что перед людьми, за которые, я считаю, я должен буду извиниться за это поведение, я перед ними извинился. И я не буду говорить, перед кем. Но я, допустим, скажем так, не из тех людей, которые считают, что я должен извиняться перед всем миром, потому что всему миру я ничего не сделал. То есть мы живем в таком мире, социальные сети, вот это все. Что бы ты ни сделал, иногда даже хорошее. То есть, допустим, я сломал ракетку после матча, только никто не показал, что я до этого 6 ракеток кинул в публику. Сделал я это, естественно, из-за злости на себя. Ты им отдал просто. Да, но в каком-то смысле я думаю, что эти 6 человек, которые получили эту ракету, я думаю, что они максимально довольны, что нет такого, что кто-то из этих 6 такой, как он посмел это сделать после матча. Но что мы показываем? Мы показываем, как Медведев сломал ракетку. Она у меня случайно осталась в сумке. Я ее не раздал. И тоже, то есть, просто чтобы понять, насколько все в нашем мире преувеличено. Люди начали говорить про то, что я не уважал соперника, то, что я остался после матча, когда он давал интервью. А меня сводило, я не мог встать. Я бы с удовольствием эту ракетку сломал где-то в раздевалке, этого бы никто не увидел. Я бы как можно быстрее лучше бы ушел с этого корта. Я начал собирать сумку, у меня ноги свело, я сажусь. Он уже дает интервью, я думаю, что я здесь сделаю, но я встать не могу. Поэтому такие, это все... В итоге это все опыт, и это все смешно, я говорю, перед теми людьми, перед которыми, я считаю, я должен был извиниться за то, что случилось, я извинился, и, в принципе, все эти люди знают, какой я человек в жизни, и для меня это намного важнее, потому что корт – это спорт, это эмоции, это адреналин. Для меня намного важнее, как ты себя ведешь в жизни. То есть я бы предпочел быть тем, какой я есть на корте, и быть относительно хорошим человеком в жизни, чем наоборот. То есть примеры, где в футболе даже часто видно, человек на поле просто ни одной желтой карточки, ни разу никому не грубил, а в жизни потом такие истории, что у тебя просто волосы дыбом встают. Я предпочитаю быть таким на корте, но в жизни быть лучше человеком. На US Open был самый большой штраф? Ты, по-моему, порядка 40 тысяч $40, да? Нет, он был, на удивление для меня, не самый большой, у меня были больше намного разные. А как это происходит? У тебя вычитаются с призовых или просто... С или призовых, тебе нужно да, прийти... Или если призовых недостаточно, и такое бывало, то вычитаются следующих призовых, то есть с Австралии. Что это за чувство, когда тебе нужно расплачиваться финансово? Ты не платишь сам за это, поэтому ты это не чувствуешь. Это как... Автоматом, да, такое? Как в казино говорят, я играл когда-то, но ты не чувствуешь этих денег, пока ты играешь. Это примерно то же самое, потому что, как я говорю, то, что происходит на корте, это эмоции, и ты не думаешь про деньги в этот момент. Потом, когда тебе приходит штраф, конечно, ты думаешь, наверное, я бы не хотел этот штраф платить или получать, но
Плюс в теннисе такая система, я помню, с кем-то разговаривал, человек получил большой штраф, был недоволен своим штрафом, не был с ним согласен. Пришел в ATP, говорит, видимо, на эмоциях, говорит, я вас засужу. Они говорят, а ты не можешь. Ты подписал, то, что ты работаешь на нас, и то все. И, образно говоря, они могут делать все, что хотят в пределах своих правил. А правила там очень размытые. То есть, образно говоря, если по каким-то причинам они решат тебе дать штраф 200 тысяч, ты можешь это апеллировать, но внутри ATP. И если они не... или на больших шлемах то же самое. То есть нет такого, что ты можешь позвонить какому-то адвокату, которого ты знаешь, и говоришь, давай пойдем против них. Ты ничего не сможешь сделать. Поэтому, какой штраф дают, такой дают. Вот скажи мне, пожалуйста, вы с Жилем очень давно. Ты уже сам признал, что и про Жиля наверняка писали, вот это про а-ля смену команды. Если цинично подходить к этому вопросу, вот что должно произойти внутри тебя, когда у вас такая связка все равно долгая, доверительная, вы очень близкие люди, чтобы ты принял решение, что нужно что-то менять? Наверное, я бы сказал, то, какие у нас отношения, то, как мы работаем, это только нужно вылететь, наверное, из топ-20 и прям чувствовать, как-то то есть, это, скажем так, нужно впасть в панику. И, соответственно, другой вопрос, если ты впадаешь в панику, в каком смысле, ты сыграл весь сезон, там выпал из топ-20 и чувствуешь, что, у тебя паника, ты не знаешь больше, что делать на корте, тогда окей, можно подумать, что поменять просто, чтобы как раз-таки выпасть из этой паники, пробовать что-то новое. Но я считаю, что в длинной картине это не поможет, а только может даже сделать хуже, скорее всего. Момент дня, да и всех выходных, это решение нашего амбассадора Данила Медведева расстаться с тренерами Жилем Серварой и Эриком Эрнандесом. Главный момент всего уикенда — это объявление новых тренеров нашего амбассадора Дани Медведева. Как мы уже ранее сообщали в соцсетях, Томас Юханссон и Рохан Гёцке войдут в штаб для начала пробный период на время азиатской серии турниров. Десять лет проработав с человеком, я про Жиля говорю, Сервару, вы расстались после US Open, какой это должен был быть разговор? То есть это явно, наверное, не после корта, прям вот ты выходишь, и вы сразу «до свидания, мы расстаемся», да, как в кино. Такого не может быть. Это какой-то, наверное, должен быть достаточно тяжелый, может быть, светло-грустный диалог двух взрослых, хорошо относящихся друг к другу людей. Это примерно так и было. То есть тут даже больше и нечего прям особо сказать. Это было на следующий день или как это вообще было происходит? уже в Европе, и плюс так происходит решение в моей голове. То есть это, видимо, какое-то время внутри себя я что-то уже думал, чувствовал, но это все на неосознанном уровне. А на осознанном я пришел к этому после US Open. То есть, период был тяжелый, в Америке матчи были тяжелые. Я такой, окей, это, в принципе, момент, когда мне нужно попробовать что-то новое. Поэтому мы с ним поговорили, это был отличный разговор двух взрослых людей, которые все прекрасно понимают. Очень рады, что чего они добились вместе. Я думаю, мы навсегда останемся в отличных, хороших отношениях. Я в этом плане, если он будет с кем-то работать, ни в коем случае не буду желать неудач этому игроку. И, понятное дело, если только играть с ним буду, тогда буду стараться выиграть. А так ему большой удачи. И, в принципе, то, что я читал где-то, если давал интервью, то это с двух сторон примерно одинаковые отношения. Да, вы очень тепло друг о друге говорите. Мне было страшно, когда я узнала, что вы расстаетесь, и ты опубликовал послание, и Жиль тоже. Я так подумала, а у Дани есть план «Б»? Но это явно не история, когда, знаешь, вы уже договорились, что так, US Open будет наш последний турнир. Видимо, это какая-то точка. А тут я думаю, господи, он уже один останется, что делать? И у тебя было не так много времени, чтобы найти, скомпоновать команду. Вот твои действия. Ты у нас человек рациональный. Давай, остаешься один, дальше тебе нужно
нужно. Алло, ты Да. свободен? Алло, а ты? Ну, как это Это происходит? примерно так и было. Это на самом деле было очень интересно, потому что, опять же, в моей взрослой жизни такого опыта не было, в принципе, у меня. И это как бы интересно, потому что ты становишься на секундочку шефом своей фирмы, которая обзванивает сотрудников. И предлагает как бы, себя? Да, и себя предлагает, и ну, при этом... то есть моей задачей было, я созванивался со многими людьми, мне было интересно, во-первых, их мнение про меня как игрока, скорее как личность, потому что это все-таки больше теннис, что они видят в моей игре, как бы они, если... Ну, во-первых, изначально это, естественно, свободен ли ты, хочешь ли ты этого. Было многие, которые или не свободны, или, ну, прям не хочу, никто не говорил, но по различным причинам многие, ну, могли отказаться. А те, кто соглашались, мы обсуждали, как они видят мою игру, как бы они строили со мной свою работу. Вот, в принципе, и все. И выбор остановился на данный момент на Томасе и Рохане. Это дуэт, потому что твоя команда подчеркивает, что это там не два тренера, это тренерский дуэт. Вот такая формулировка. Как распределяются роли? Я вот то же самое спрашивала у Андрея Рублева, у которого вообще там в моменте было чуть ли не 3 тренера. И я не понимала. Я не понимаю реально, как это сочетается. Объясни мне вот на своем, пожалуйста, опыте, что вот есть 2 человека, у них там хорошие, классные специалисты, у них у каждого же есть свое видение тебя. Как они могут работать вместе? Ну, во-первых, поэтому я их и выбрал, 2. Это видение у них, в принципе, совпадает насчет того, что я вижу. То есть, мне кажется, даже пока не было моментов, где бы они вот, ну, там, на чем-то, я не знаю, зациклились и были не согласны. Плюс, ну, получается, Томас может очень много недель ездить и быть, скажем так, рядом со мной. Плюс он живет в Монако. Рохан будет ездить намного меньше и будет как бы со стороны говорить свое какое-то видение. Поэтому, что еще я могу сказать по этому поводу? Посмотрим. Это только начало, как это все будет работать. Здесь я с Роханом, да. Но опять же, вот Томас отъездил 3 турнира плюс неделя Монако до. То есть он уже не мог подряд вот прям все турниры. У него и семья, и дети тоже есть. И поэтому это был идеальный момент, чтобы сюда позвать Рохана на какое-то время. И плюс он заскочит в Вену, где они будут вместе с Томасом. А так они общаются с Томасом напрямую, да? Напрямую. А мне уже человек, который рядом, передает это видение на корт. А над чем ты сейчас работаешь? Мы были на твоей тренировке, я после тренировки с Женей Донским разговаривала. Мы с ним обсуждали, как ты тщательно с лёта играешь, очень старательно. С лёта действительно у меня... Вот технические моменты, расскажи, пожалуйста. Чуть получше стало технически, но там нечего прям такого рассказывать. То есть, понятное дело, ну, когда ты делаешь удар, тренер тебе что-то подсказывает. То есть, есть какие-то там маленькие вещи, которые с лёта мне, возможно, помогли. Другой вопрос, что в матче ты про это думать не можешь. Это невозможно. Соответственно, ты на тренировке стараешься, опять же, тщательно это что-то отрабатывать, чтобы потом ты надеешься, что в матче, когда ты выйдешь с лёта, твои мозги это просто запомнят. Потому что у тебя нет времени думать... как там справа поставить ракетку с лёта, когда ты вышел к сетке на 30-40. Так, как я и говорю, их видение моей игры совпадало с моим, что, в принципе, моя игра, я был с ней там номер 1 в мире и топ-10 уже сколько лет, с ней все нормально. Просто есть какие-то мелкие детали, где, возможно, мы можем что-то подкорректировать и как бы, может быть, почистить или добавить. И так работать, в принципе, очень легко, потому что, соответственно, ты просто продолжаешь делать то, чем ты занимался всю жизнь, с какими-то мелкими, там, 10-минутными, 15-минутными упражнениями, подсказками, мелкими деталями, которые пока отлично работают. То есть сильно твоя теннисная жизнь сейчас не изменилась? Она не изменилась и не изменится, и это то, чего я искал в разговорах с людьми. Естественно, были люди, которые мне, ну, это нормально, говорили, все, надо все менять. Я бы еще сказал так, я не буду ни в коем случае называть фамилию, но я общался с человеком, который мне в первую очередь подсказал свое, опять же, видение моей игры, но он не мог со мной работать. И я с ним был полностью согласен. Этот человек очень умный, и за счет этого я искал, как бы с его тоже слов, что-то такое в других людях. И, опять же, то, что я говорю, Томас и Рохан, это было вот примерно такое же видение, что я знаю, как играть в теннис, и я должен выходить на корт, и люди знают, что я никогда не ошибусь, никогда не устану, и буду бегать до конца. И это их пугает. И за счет этого они, может быть,
до матча некоторые пугаются. А в последнее время такого не было совсем. И вот в Шанхае, в Пекине, в принципе, по чуть-чуть я это нащупал. Вопрос, что есть молодые типа Тена, которые этому не пугаются, которые меня уже пугают, потому что, мне уже кажется, я с ним не сыграю никогда ни матча, когда меня не сведет, но ему тоже тяжело, поэтому интересные матчи, конечно, с ним. Two very different players, and today will all be about that contrast, the structure, the precision of Medvedev versus the creativity and the flair of Mute. I'm on a tournament with my two daughters and my wife together, so to get a title is really nice, and I honor this title to my second daughter Victoria, because the first title I got when my first daughter Alisa was born was for her, so this one is for Victoria. Огромное спасибо за поддержку. Никогда не знаешь, вернешься ли в следующем году, но посмотрим, что нас ждет будущее. Очень рад победить здесь. Всем рахмет. Данил Медведев, наш амбассадор больше. Я подготовился. Тихо. Даниил Медведев. А где он? Первое его имени. Победитель Нью-Йорка, повелитель итогового, бывший номер 1 мира, укротитель грунта в Риме, хранитель глубокого приема, лорд длинных розыгрышей, капитан крокодил, паладин хитбоксов, хранитель контроля отдачи. Победитель турнира в Казахстане. Ты немножко жаловался на здоровье, да, на спину. И вот как ты себя чувствуешь сейчас, как вот у тебя сейчас состояние, как со спиной? И потому что мне в тот момент мы немножечко даже переживали, я помню. Ну, сейчас чувствую себя отлично. Я еще за день до Карена тренировался с Микkelсоном, и вот с ним я поиграл 20 минут, и я не мог ходить после этого. С полуфинала вообще ничего не беспокоило, поэтому чувствую себя прекрасно. Скажи, пожалуйста, в какой момент турнира в Казахстане ты подумал про себя? Ведь я могу выиграть этот турнир. И был ли такой момент, когда прям эта мысль появилась? Титула не было давно и как бы шел к этому долго. А с другой стороны, каждый турнир, что я играю, ну и особенно, понятное дело, может быть, не с первого круга, но когда ты хотя бы в полуфинале, то ты уже думаешь про титул, потому что это нормально. Осталось 4 игрока, осталось победить 2, особенно если нету Синера Алькараса, еще больше можно об этом задумываться. Поэтому мысли, они были и в Пекине, и в Шанхае, но рад, что в Алматы, скажем так, реализовались эти мысли. Даниил Медведев, амбассадор больше и победитель теперь еще и турнира в Казахстане. Заодно, Дань, спасибо тебе. Спасибо всем. Восстанавливайся. И мы рады, что ты к нам подключаешься. Вот такая вот хорошая история. Ну, чувак, скажите. Он вообще офигенный. Так отвечает вообще просто. Никто так не отвечает, реально. Здесь погода хотя бы хорошая, прикольная. Был вариант или 30 минут поваляться на кровати, или 30 минут подвигаться. Выбрал подвигаться сегодня. А вот как вообще сохранить какую-то форму рутины при таких перелетах и разница в часах, и в климате, и во всем? Что остается неприкасаемым? Ну вот сегодня понедельник, то есть сегодня там чувствуешь себя ужасно. Завтра будешь чувствовать себя чуть лучше, в среду будешь чувствовать уже себя почти хорошо. И уже последняя тренировка перед игрой в четверг. И в четверг, как бы по-хорошему, ты тоже чувствуешь себя хорошо, и тогда вот уже идет эта рутина турнира. Ты там стараешься выиграть матч, и за счет этого почувствовать себя лучше, еще лучше и всякое такое. И это как бы у всех бывает, и это всегда тяжело. Именно вот если один круг пройти, то уже тебе становится легче и легче. Самое тяжелое раньше было, это вот как раз-таки все мастерсы, которые подряд шли. И самое тяжелое — это первый матч, потому что у тебя, тебе очень тяжело, но ты за счет уверенности, которую набрал на предыдущем турнире, выигрываешь этот матч, и дальше уже у тебя тело нормально себя чувствует. А так все эти перелеты, вот это все, заболеваешь там чуть ли не каждый раз, еще что-нибудь. Там голова болит, спишь плохо и так далее, ну и что, выживаем.
А это вот просто чистая работа для тебя поехать, ну, сделать все, что должен? Или это в том числе часть шопинга? И вообще, как у тебя со шопингом? Я здесь с семьей, поэтому здесь это работа, потому что если бы я, конечно, не должен был этого делать, я бы с семьей остался, а не пошел бы шопиться, поэтому, опять же, зависит все от ситуации и от города, в котором ты находишься, от того, что ты хочешь делать. То есть я, если честно, сейчас не знаю, мы едем в центр или нет, потом, может быть, доеду до центра, поужинаем с женой, просто посмотрим, как вообще Алматы в центре, никогда не были, интересно. Поэтому сегодня больше работа. Сегодня и так тяжелый день был, вчера прилетел ночью, поэтому это режим выживания. Ты ходишь по магазинам или ты онлайн покупаешь? Не, онлайн я ничего точно не покупаю, но единственное, ну, как бы Лакост иногда присылает мне что-то, то есть можно ли это считать онлайн-шоппингом? Наверное, примерно да. А так бывает, что да, на каких-то турнирах, но опять же больше, естественно, в Париже, можно зайти в Лакост, что-то выбрать себе, крутые какие-то вещи. То есть, не, если я это делаю очень редко, скажем так, шопинг это прям не мое, это не мое слово, это не мой стиль жизни, но если я это делаю, скорее не в онлайне, а скорее в жизни. Зависит от настроения, то есть бывали какие-то моменты, когда и наоборот оно очень хорошее, и там, ну, хочется, может быть, даже чем-то себя порадовать, что бы то ни было, или наоборот, где-то там что-то турнир не пошел, остался в Париже на пару дней, хоть там Ролан-Гаррос, первый круг, Терапия. Остаешься, да. Ну, для меня это не терапия, потому что я говорю, она мне не приносит какого-то удовольствия. Ну, может, как бы что-то нужно, так входишь в кураж, что-то покупаешь. Но, опять же, это, в принципе, не мой стиль жизни. Я так спокойнее к этому отношусь. Но с Лакостом стараемся какие-то крутые вещи все время подбирать. И, в принципе, мне кажется, выглядит прикольно. Люди в интернете очень часто же недовольны, когда теннисисты играют в одной и той же одежде. Там двое из разных фирм, будь то Лакост, будь то другая фирма. И они вот, ну, как это, комментарии, да, когда как так можно, что же они это не продумали. Им-то все это продавать, если они на 20 человек сделают 20 разных коллекций, они это кому продадут? 20 разных коллекций этой одежды. Это же все бизнес, поэтому это логично, что, да, в принципе, длинную серию, вот одна коллекция, люди смотрят, там, хорошо играешь, может, кому-то понравилось, как ты выглядел, покупают, и потом эту коллекцию надо менять, но, опять же, ты не можешь это менять каждый турнир, и ты не можешь менять это каждый матч, иначе просто люди не успеют это скупать. Это считается центр, только верхняя часть города. То есть город вообще большой довольно? Ближе к горам мы сейчас находимся. Сзади нас, вот позади сразу горы начинаются. Нет, заснеженные вершины, там сколько максимальная высота? Не знаешь? Слушай, ну вообще максимальная высота здесь типа под 5. А, под 5? Да ладно? Да. То здесь мы вчера... Это какие горы, получается? Мы вчера ходили, обсуждали, что здесь выше, чем в Красной Поляне. Это какие горы там? Они вообще как называются? Раньше я по географии все знал. Давайте, минутка географии. Да, 5017. Пик Талгар. Очень красиво как светится. Почти Шанхай. Кажется, палец в контору. Работа такая. Инфлюенсер, ребята. Ну, у тебя тут и так фан-база приличная, вот сложно скрыть присутствие. Ну, в Казахстане, в принципе, да, но Ну, в Шанхае тоже жесть. Одна из самых стрессовых работ — это снимать твои тренировки. А, Шанхай, да, но там на корт. Шанхай в самом городе сойдет. В Пекине вообще не узнают, не знаю, с чем связано. Шанхай, наверное, более молодежный, такой европейский город, там побольше узнают. Огромный гол просто. Победитель Open 2017 детка мира и бренд-амбассадор Даниил Медведев. Как ты должен сыграть, какого результата ты должен добиться, чтобы у тебя вот в голове была вот эта фраза «я все еще один из». Ну, один из топов, один из лидеров, один из претендентов. Тут не про результат, тут больше про игру. И вот в Шанхае я знал, что это супер, то, как я играю. Я обыграл нереальных игроков. Давидович, Доминаур.
Тьен, который я считаю просто сумасшедшим игроком в теннис, именно потому что человек без подачи играет нереально. И, конечно, мне было очень обидно проиграть Артуру, но он сыграл классный матч, до конца физически смог отбороться. Мне было очень тяжело физически, я прям, наверное, не выдержал в каком-то смысле, но там условия были такие, на выживание. И, то есть тут больше не про результат, тут больше про игру. И в Пекине, в Шанхае я видел, что игра, я могу. Дань, я желаю тебе, чтобы ты мог. И чтобы это чувство, оно было постоянно. Спасибо тебе большое. Дань, история. Мы встретили твоих семейный подряд, твоих болельщиков. Они приехали в Казахстан, но, к сожалению, купили билеты только на первый круг. Они понимают, что ты не сыграешь в первом круге. Они сделали тебе футболки. Мы встретились случайно на улице. Твоими главными цитатами. Отлично. Их тут много. Много? Мы обещали, что мы привезем эти футболки с твоей подписью в Москву. Сделаем? Сделаем? Ага. Давай любимую свою выбери цитату. Любимую? А там еще какая последняя? Значит, вот это. Вот это. Да. Пускай будет про хард. Про хард, что ты специалист по хардовой, да? Да.